Сегодня мы поговорим о персонаже в Genshin Impact, Страннике, также известном как Скоромуча. Этот загадочный персонаж, бывший предвестник Фатуй и сосуд, затерянный в вечности, наконец обрел свою волю и теперь является антагонистом, вокруг которого крутится множество сюжетных линий. Весьма интересно следить за его запутанной судьбой, которая перетерпевает изменения по ходу игры, особенно после сюжетной линии в Сумеру. Странник – мастер Анема и использует катализатор в бою, что позволяет ему создавать уникальные реакции рассеивания с другими элементами. Его особенностью является уникальная механика элементального навыка, которая позволяет ему парить в воздухе и наносить усиленный урон своими обычными и заряженными атаками. Рассмотрим его элементальный навык. Ханега – Песнь ветра. Странник наносит Анема урон по области и взлетает вверх, переходя в состояние Избранник ветра. В этом состоянии недоступны атаки в падении, но обычные заряженные атаки преобразуются в Куго Фуседан и Куго Тафукай, увеличивая урон и зону поражения. И конечно не забудем о его взрыве стихий. Ханега 5 церемониальных актов, которые сжимают атмосферу в одну точку и наносят множественный Анема урон. Активация этого навыка во время состояния Избранник ветра завершает это состояние, добавляя дополнительную стратегическую глубину и использование умений Скоромуши. Таким образом, Странник представляет собой сложного и универсального персонажа, требующего изучения и понимания его уникальных механик для максимальной эффективности в бою. Давайте разберем преимущества и недостатки Странника, чтобы вы могли наилучшим образом использовать его возможности в боях Genshin Impact. Преимущество Странника. Уникальный элементальный скилл. Странник обладает несравнительной механикой парения, которая выделяет его как в рамках стихии Анема, так и среди всех персонажей игры. Эффективное взаимодействие с другими элементами. Благодаря катализатору Скоромуча всегда влияет на противников Анема стихии, что усиливает возможность создания различных реакций и усиливает его атаки. Пассивные таланты. Талант Цветок Нефрита увеличит характеристики от взаимодействия с элементами вроде Гидра, Пира, Крио и Электро. В то время как Бури Грез позволяют Страннику совершать увороты без расхода выносливости и наносить дополнительный урон. Мобильность и увеличение выносливости. Элементальный навык делает Странника очень мобильным на поле боя, увеличивая выносливость, особенно в присутствии Гидра персонажей. Высокая базовая атака. Скоромуча обладает одной из самых высоких базовых атак среди персонажей, что делает его отличным выбором для основного атакующего героя. Недостатки Странника. Контроль над персонажем. Парение может усложнить управление персонажем в определенных боевых условиях. Расход выносливости. При активном использовании парения и перемещении в воздухе выносливость расходуется быстро, что требует внимательного контроля. Уязвимость в воздухе. В состоянии парения Странник может быть уязвим для определенных типов атак. Ограничение усиления до C4. До достижения 4-го уровня персонажа созвездия активны только 2 одновременных усиления от пассивного таланта Цветок Нефрита. Низкое базовое здоровье. Это делает Странника зависимым от наличия в команде целителя или персонажей с защитными способностями. Зависимость от Фарузан C6. Так как Фарузан является баффером Анема урона, она очень сильно увеличит урон не только Странника, но и других Анема персонажей. В целом, Странник — это персонаж с высоким потенциалом, который при правильном использовании и подходящей поддержке может стать ключевым игроком в вашей команде. Оценивайте его возможности, исходя из вашего стиля игры и потребностей команды, чтобы максимизировать его эффективность. Когда дело доходит до оптимизации артефактов для Странника в Genshin Impact, вы можете выбрать одну из нескольких стратегий в зависимости от вашего стиля игры и текущей композиции команды. Давайте рассмотрим 3 основные сборки для этого персонажа. Сборка через рассеивание. Эта сборка идеально подходит для игры на реакциях между элементами и наиболее эффективна против группы врагов. Для максимальной эффективности рекомендуются следующие параметры. Мастерство стихий от 450 до 500 единиц. Это увеличит урон от реакции рассеивания. Восстановление энергии от 120 до 130%, что поможет вам чаще использовать ультимативные способности. Сила атаки от 1300 единиц. Шанс крита и крит урон. Соотношение 1 к 2, например 50% шанс крита и 100% крит урон. Классическая сборка. Анема ДПС.
Эта сборка фокусируется на нанесении высокого урона от собственных навыков странника, особенно эффективно против одиночных целей. Сила атаки от 1900 до 2000 единиц. Крит шанс и крит урон, соотношение 1 к 2, то есть 60% крит шанса, 120 крит урона. Мастерство стихий 100-150 единиц, поскольку основной акцент смещен на урон от скиллов. Восстановление энергии от 130 до 170, что поддерживает регулярное использование ультимативных способностей. Гибридная сборка. Смешанный подход, который позволяет эффективно комбинировать урон от реакций и личного дамага. Сила атаки от 1800 до 1900 единиц. Шанс крита и крит урон. Соотношение 1 к 2. Извиняюсь, 60% крит шанс, 120 крит урон. Мастерство стихии 350-400 единиц, поддерживая высокий урон от реакций. Восстановление энергии 130-170%. Каждая из этих сборок имеет свои преимущества и может быть адаптирована в зависимости от конкретной ситуации и командной стратегии. Рассмотрим, какие аспекты важнее для вашей текущей тактики и подберем артефакты и оружие соответственно этим рекомендациям, чтобы максимизировать потенциал странника в вашей команде. Выбор оружия для странника в Genshin Impact зависит от его роли в команде и от того, какую сборку вы планируете использовать. Рассмотрим различные варианты оружия для двух популярных сборок через рассеивание и Anemo ДПС. Для сборки через рассеивание. Эта сборка акцентирована на мастерстве стихии, чтобы максимизировать урон от элементальных реакций. Сновидение Тысячи ночей. Это катализатор представляет значительное увеличение мастерства стихии, что делает его идеальным выбором для усиления элементальных реакций. К тому же, он увеличивает элементальный урон при наличии разных элементов в команде. Скитающаяся звезда. 4-звездочный катализатор с мастерством стихии в качестве основной характеристики и повышением силы атаки в зависимости от вашего мастерства стихии. Молитва святым ветрам. Хороший выбор для Anemo драйвера, так и для Anemo ДПС, но требует времени для накопления полного эффекта. Небесный атлас. Хотя этот катализатор не представляет мастерства стихий, он значительно увеличивает стихийный урон и имеет высокую базовую силу атаки. Истина Кагура предлагает дополнительный бонус элементального урона и подходит для смешанной сборки, где критические удары играют важную роль. Песнь странника предоставляет случайные бонусы, включая мастерство стихии, что может быть и полезно в зависимости от выпадения нужного бонуса. Становится более эффективным на 5-м пробуждении. Для фри-то-плей игроков морской атлас. Бесплатное крафтовое оружие с мастерством стихии и пассивным эффектом, который легко активируется в сборке через рассеивание. После нескольких улучшений становится очень эффективным выбором. Для стандартной Anemo ДПС сборки странника акцент делается на усилении обычных и заряженных атак, а также на увеличение урона от элементальных навыков. Рассмотрим подходящее оружие, которое может максимально увеличить эффективность странника в этой роли. Воспоминания Тулай-Тулы. Сигнатурное оружие странника. Оно предлагает высокую базовую атаку и значительные бонусы к критическим показателям, а также усиливает обычные атаки, что делает его идеальным выбором для максимизации урона. Казначейский надзор. Этот катализатор увеличивает силу атаки и критический шанс, а также поддерживает высокую скорость атаки, делая его отличным вариантом для увеличения ДПС. Обряд Вечного Течения. Оружие с впечатляющим увеличением критического урона, хотя его пассивные эффекты активируются только для заряженных атак, что требует особой внимательности к ротации и здоровью персонажа. Истина Кагура. Отлично подходит для увеличения личного урона странника благодаря дополнительным бонусам к критическому урону и условиям активации, которые поддерживают обычные атаки. Память о пыли. Очень мощное оружие при наличии щита, что особенно актуально для странника из-за его уязвимости в воздухе. Предоставляет значительное увеличение силы атаки. Небесный атлас. Предлагает стабильное увеличение силы атаки и элементального урона, делая его надежным выбором для любой Anemo ДПС сборки. Молитва святым ветрам. Оружие с фокусом на критический шанс, которое становится еще более эффективным при использовании критического урона в качестве бонуса от артефакта. Песнь странника. Хороший выбор для тех, кто может адаптироваться к случайным бонусам, предоставляемым этим оружием.
Наивысшая эффективность достигается на последних уровнях усиления этого оружия. Солнечная жемчужина. Популярный выбор из боевого пропуска предлагает солидные бонусы к атаке, что делает его универсальным вариантом для усиления ДПС. Истории Додоко и песни необъятной лазури. Оружие, которое может использоваться в специфических ситуациях, особенно если нет доступа к более предпочтительным катализаторам. Сверкание чистых вод и черногорский агат. Менее предпочтительные варианты, но все же могут быть полезны в зависимости от стиля игры и текущих нужд вашей команды. Для оптимизации странников Genshin Impact выбор подходящего набора артефактов зависит от желаемой роли и сборки персонажа. Для сборки через рассеивание. Позаочные сны. Хороший выбор, если в команде присутствует второй анема персонаж с набором артефактов изумрудной тени, что усиливает действие артефактов обоих. Этот набор может быть также полезен в гибридной сборке. Для классической ДПС сборки. Хроники чертогов пустыни. Оптимальный выбор для усиления анема урона. Этот набор увеличивает урон от анема атак и обычных заряженных ударов, что делает его идеальным для усиления собственного дамага странника. Воспоминания Семиналы. Этот набор подходит для тех, кто хочет максимизировать урон от обычных атак во время парения. Он требует более частого использования элементального навыка, что может влиять на частоту использования ультимативного навыка из-за снижения энергии. Для начальной игры. Воин. Простой и доступный комплект, который может помочь новым игрокам улучшить базовые статистики персонажа, пока они не смогут получить более специализированные и мощные наборы артефактов. В завершении этого гайда по страннику в Genshin Impact хочу напомнить вам о важности правильного подбора оружия и артефактов для максимизации потенциала вашего персонажа. Надеюсь, что мои советы окажутся полезными в вашем приключении. Не забывайте подписаться на мой канал, поставить лайк под этим видео и активировать уведомления, чтобы не пропустить новые гайды и обновления. Ваша поддержка помогает мне создавать еще более полезный контент для вас. Спасибо за просмотр и до новых встреч в мире Тейват!